Итак, почему они голографические и причем здесь они к нашим подрамникам? Значит, наша переделка подрамника от первой версии к, надеюсь, финальной началась как раз с этих шайб. То есть у нас возникло сомнение по поводу проворота сайлентблоков между ушами, так как уши алюминиевые, это мягкий металл, соответственно, может провернуть стальную втулку сайлентблока в них. Для этого мы решили укрепить поверхность алюминия, и для этого вытащили вот такие шайбочки. Они имеют тут ребра, и при установке под сайлентблок, соответственно, вот так, внутри сайлентблока, они наружу. Они вдавливаются болтом уже в тело алюминия. Так как это было наше основное опасение, мы начали думать дальше. То есть, если уже переделывать этот узел, соответственно, нужно думать остальные проблемы этого подрамника. И мы выписали некоторые проблемы, которые заметили в сборке на 1,5 листика из 15 пунктов, и принялись за их устранение. Соответственно, как я говорил в предыдущей серии, у нас был ориентир на сталь, а сделали мы его из алюминия. Соответственно, дальше мы уже перешли в полностью архитектуру под алюминий подгонять. Начали с этих шайбочек и дальше перешли. Теперь у нас это все пятерка. То есть тут были еще из четверки пластинки, тут уже все пятерка. Дальше пошли некоторые усиления, и сама схема сборки у нас поменялась. Внизу у нас нижняя пластинка, она была не самой нижней точкой, она вставлялась в эти боковые пластины. Это создавало неудобство некоторое при сборке, и здесь дополнительная щель возникала. Мы заметили это на этапе сварки, то есть неудобно было подвесить, здесь перегиб создавался. Ее поменяли, она теперь ровная, это пятерка, и это самая нижняя точка подрамника. Соответственно, если какие-то удары будут возникать, она их будет воспринимать. Также в данном случае эта пластина была не приварена полностью, к ней приваривались еще крепежные уши для съемной части подрамника. Основной каркас, скелет этого подрамника, он собран одной деталью на сварку. И всего лишь один элемент, который также отдельно сварен и прикручивается деталью, это вот съемная крышка, соответственно, с ушами, с подвеской и с прочими элементами, которые на ней содержатся. Как видите, изначально мы хотели сделать квадрат под фаркоп, но из алюминия это, естественно, очень слабая деталь, тем более четверка, он планировался под сталь. Поэтому сразу было понятно, он не выдержит этих нагрузок. И, кроме того, задняя деталь, в принципе, также на болтах сюда присоединялась к предыдущей схеме. Поэтому мы перешли к такой схеме. Тут уже у нас деталь эта цельная, она приваривается к обеим сторонам, приваривается крышка. Здесь тоже крышка, как видите, из двух частей, а тут уже у нас цельная крышка. Крышка, опять же, из пятерочки, она уже приварена к тыльной пластине и к передней. Болты, которые вы видите в этой части, они для крепления съемной части. Соответственно, сама крышка уже цельная деталь с подрамником. Здесь у нас была сварка к этой пластине, которая была сама по себе слабая. Здесь она уже пластина стоит как положено, она крепенькая. И для того, чтобы все-таки этот квадрат сделать из стали, так как все-таки прицеп, он имеет разнонаправленные нагрузки, алюминий не очень любит, мы распределяем эту нагрузку на вот такую пластину. Она у нас находится здесь внутри, тут крепежное отверстие, то есть она прикручивается маленькими болтиками внутри подрамника, в ней нарезаются резьбы. И к ней уже прикручивается наружная часть, вот этот хвостовик под квадрат. Давление прицепного устройства уже распределено более равномерно по этой пластине. Как видите, здесь тоже у нас моторный щит. В этой части он приварен к несъемной пластине, а в этой части он просто имел ушки. Изнутри это хорошо видно, то есть здесь к нему приваривались уши, и к нижней пластине тоже, как видите, это было ухо, оно не цельное, кусочки приварены, и к ним прикручивалась эта пластина. А потом все это должно было уже пойти к тушке, прикручиваться через вот эти верхние отверстия. Во-первых, эта пластина, опять же таки, из пятерки, а не из четверки. Она уже заварена в общий контур, верх ее соединяет полностью, до краев идет сварка. И таким образом у нас деталь стала сильно жестче. Крепление самого двигателя сохранилось, как и было. И крепление этой детали, подрамника уже к тушке, также сохранилось. У меня в руке точная копия руки Игоря Негода. Мы будем ее прикладывать к нашим проектам. Здесь у нас не было сварки вот в задней части. Соответственно, эта крышечка у нас висела в воздухе, можно сказать, не была укреплена. Здесь ситуация такая же была. В новом же подрамнике у нас уже
Тут идет провар к верхней пластине, потому что это единая деталь. Теперь посмотрим на моторный щит. В нем не так много изменений, как я сказал, это толщина. И добавился такой элемент, это выход сапуна редуктора. То есть у нас редуктор же внутри расположен, соответственно, трубочка сапуна проходит в основной герметичный контур, и потом выводится уже в верхней части квадроцикла, там в районе руля, скорее всего. Ну, в общем, максимально высоко, чтобы не попала вода там, при погружениях, препятствия водные. Далее этот подрамник, он уже у нас полностью готов к сборке, и, соответственно, сейчас мы накидываем все оставшиеся элементы и показываем, как он выглядит целиком. Итак, у нас два рычага уже запрессованы в сайлентблоке, все стоит на своих местах, а еще два мы сейчас покажем процесс. Процесс, как всегда, лайфхак из интернета, тянем шпиль. Первый сайлентблок у нас зашел через это ухо, мы держались, шпильки хватало длины. Теперь длины не хватает, мы берем головку подходящего размера, упираемся сюда и повторяем процедуру со вторым сайлентблоком. Брызгаем обычной водой, просто чтобы он лучше скользил. Берем ключ подходящий, не той стороной. Далее, после запрессовки сайлентблока в рычаг, он становится на свое место. Сборка происходит следующим образом. На болт одевается шайбочка с рифленой частью, она идет в тело. То есть устанавливаем сюда, следующую внутреннюю шайбу сюда, потом в обратную сторону. И последнюю шайбочку сюда. Рычаг у нас собран, сайлентблоки на своих местах, все готово к установке. Далее мы установим это за кадром, так как первичная установка шайб связана с некоторыми неудобствами. Но после первой установки шайбы затягиваются, они вдавливаются в алюминий и уже никуда со своих мест не деваться. Соответственно, замена рычага в дальнейшем уже не несет с собой таких сложностей, как при первичной сборке. Здравствуйте, меня зовут Александр, я работаю технологом на нашем предприятии, и мы изготавливаем детали. Зачастую детали присылают, назначение которых я не знаю. То есть к нам пришел чертеж вот этой вот детали. Я вам могу показать модель детали. Вот ее чертеж. Ну, чертеж упрощенный для собственного производства, без ГОСТов, допусков. То есть остальные допуска нам передают устно. Пишем программу Solid Kami для обработки на токарно-фрезерном станке. Это ХААС ST20Y с приводной осью, с приводной головой. Деталь полностью обрабатывается за один установ, то есть точится, сверлится, фрезеруется. Закончилась операция фрезеровки, и сейчас происходит отрезка детали. Из такой заготовки прутка диаметром 30 мм каждые 10 минут получается вот такая деталь. То есть токарная с элементами фрезеровки. Вот готовая деталь. Ее можно снять руками. Не отрезаем ее полностью, чтобы она не падала и не оббивала края. Ее можно просто вытащить аккуратно руками. Вот готовая деталь. После обтяжки шайб у нас остается вот такой рисуночек. Соответственно, они этим оребрением не дают проворачиваться в алюминии, распределяют нагрузку и позволят этой детали служить долго и не раздалбывать посадочные места в мягком металле. Подрамник собран. Как видите, все собирается быстро, без каких-либо сложностей.
Это у нас уже практически готовое изделие. Здесь не хватает только двигателя. И эта деталь уже подготовлена для покраски, за исключением одного элемента, это уши амортизатора. То есть весь процесс покраски у нас будет позже, потому что нужно в первую очередь проверить всю ходовку в сборе, проехать, посмотреть, в общем, неделю мы не ошиблись. Соответственно, уйдут лишние проушины для амортизаторов. Скорее всего, вот это их положение. Мы там провели уже предварительные тесты, и поэтому примерно на этом. Но проверим еще конкретно в ходовых испытаниях. После этого подрамник разберется, покрасится, рычаги покрасятся. И это будет уже деталь для квадроцикла. Она пойдет на склад в ожидании сборки. Соответственно, следующим этапом мы переходим к переднему подрамнику, который вы увидите в следующей серии. До новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новые видео. Итак, маленький спойлер на следующей серии. Как вы помните, в одной из предыдущих у нас вышел из строя преобразователь напряжения. У него побахнуты кондеры, и, соответственно, он уходит в утиль. А сейчас перед вашими глазами новый преобразователь. Он на 80 ампер стал, то есть эта пластинка у нас напрямую стыкуется с водоблоком, с отведением тепла, то есть никаких проблем с перегревом, как здесь, не будет. Пара слов, почему здесь-то произошла проблема. У нас не было термопасты, и отвод тепла отключения осуществлялся нормально, соответственно, они перегрелись, пробили высокое напряжение на выходное плечо, и, соответственно, кондеры вышли в строй.